Всем добрый день, дорогие друзья! В гостях у журнала «Линжери» владелец замечательного бренда Лейте. Лилечка, тебя уже многие знают белевики. Я не могу сказать, что все, но многие. Скажи, сколько вы уже на рынке? Как компания, как бренд, мы уже добрый день всем. Уже больше 20 лет на самом деле на рынке. Не все знают, возможно, потому что в направлении белья мы не такие активные, не с такими большими коллекциями и предложениями, но в направлении домашней одежды, предпостельной группы, все это время мы плотно этим занимаемся, и я думаю, что нам есть что показать. Вообще, на самом деле, вы начинали свой путь в то время, когда наш покупатель еще не был готов к покупке российского бренда. Как вы решились вообще на это? Как мы на это решились? Да, решение было очень странным на то время, потому что проще было и легче было бы, наверное, зарегистрировать компанию в Европе, как был один из вариантов, и в дальнейшем уже идти по пути производства в России и продавать марку не российскую. Но мы любим сложности, нам это интересно, и все-таки верили в российского производителя от начала до конца, полностью в предложении как марки и бренда. И пошли осознанным путем продвижения российской марки. Я даже помню тот момент, когда многие наши владельцы российских компаний регистрировали еще дополнительно бренды в Европе и писали, например, там в логотипе там и сделано там, и в логотипе указывали Париж или Италия или еще что-то для того, чтобы это было легче продавать. И также я помню тот момент, так как я являюсь не только шеф-редактором журнала «Линжери», но и руководителем шоурума «Нияда», когда приходили клиенты оптовые к нам в шоурум, выбирая одежду для дома итальянских производителей, и говорили, что они работают с Лейте, и Лейте продается, это даже было уже 10 лет назад и так далее, продается у них лучше даже, чем некоторые итальянские марки. Да, это я помню совершенно точно, и хотела бы еще такой вопрос задать. То есть вы тогда не испугались. Прошли годы, скажем так, сложностей, проблем и в обществе, и в бизнесе, и как бы вообще в целом в стране. Но на сегодняшний момент я считаю, что это вам должно восполниться, потому что именно сегодня пришел именно тот час, когда наш российский производитель выходит на главную сцену. И я хочу задать вопрос. Вот 22 год, вы ощутили на себе, вот на как бы продажах марки о том, что все-таки у нас сегодня ушли европейские марки, многие японские марки и так далее. Вы ощутили дефицит какой-то именно глобальных таких брендов и, соответственно, именно отток клиентов в вашу сторону? Так, ну давайте сначала, Оль, как нам было тогда, да? То, о чем мы говорили прежде. Конечно, были большие сложности, и я помню, что при названии «Что за бренд?» и кем он является, да, звучали разные отклики, и что да не может быть, и почему он так дорого стоит, потому что все всегда считали, что все, что сделано в России, это должно быть очень дешево, почему-то, да? Да, и кстати. Никто, это, да, история факт. это была. И, конечно, мы потеряли времени
лет 5-6 только на то, что не то, что потеряли, мы шли по своему пути, но 5-6 лет это такие сложные года, когда мы доказывали, можно даже так сказать, своему покупателю, что мы можем это сделать, российские дизайнеры и производство могут это сделать. Ну, прежде всего, наверное, доказали самим себе, что это возможно. И сейчас, да, своевольно мы так много плоды собираем того времени и надеемся, что в дальнейшем марка тоже в этом году немного провела внутреннее структурирование компании, да. Мы поменяли, мы поставили новые задачи и персонал процентов на 60-70. Структурирование поменяли? Структурирование компании – это первое, смена персонала. Мы полностью развернулись к своим складам, которых у нас было очень много, да, в связи с тем, что были сложности с У вас была поставками. затоварка, переполнение складов? Или... Да, у нас не то что затоварка, у нас было много остатков материалов, фурнитуры, комплектации, на что мы зачастую не именно вкладывали у вас, внимание. понятно, Да? именно у вас... Переработка, да, складов. Что значит Понятно. переработка? Это не то, что это какие-то неперспективные ткани, это просто какие-то остатки из партий, которые в свое время не требовали, да, возможно, какой-то работы над ними, да, и мы себе позволяли. Ну, можем добавить к этому, просто, может быть, немногие знают, что для определенных фабрик, производящих именно качественные ткани, там существуют довольно-таки приличные минимумы, то есть это не 100, не 200 метров и даже не 1000 метров. То есть, поэтому, соответственно, если мы берем этот минимум, по-любому будут какие-то остатки. Да, и эти остатки, они имели место быть всегда. Просто вот видите, пришло время, и мы с ними отработали буквально последние полгода, когда были проблемы в поставках тканей, приостановление, да, на границе. Когда многие итальянские фабрики отказались вообще работать с российскими в этом производителями. Году, да, последние полгода 3 европейских фабрики с нами отказалась, но мы тут же практически нашли замены, потому что у нас очень большой опыт и контактов много. Да, кстати, вот очень интересно, если итальянская фабрика отказывает, то где сегодня можно искать альтернативу? Другая итальянская фабрика. Опять же итальянская, это да? все, ну не только итальянская. А турецкие, например, фабрики? С турецкими фабриками мы вплотную не работаем, потому что весь рынок сейчас развернулся туда, и у нас до этого не было опыта с ними. Просто не было Почему? опыта, или вам не нравится качество, или не нравится я дизайн? не могу сейчас, не хочу сейчас говорить как-то о... Нет, наверное, вы говорите как преимуществе. есть, просто почему вы не работали? Турецкие Потому фабрики что предлагают прежде более всего это низкие цены. цена вопроса. Да? Цена у них намного ниже, чем цена турецких фабрик по тем тканям, по тем разработкам, прежде всего разработкам и запросам, она практически была такая же, как у европейцев. Понятно, практически, а то и зачастую и выше. Понятно, да. Для того, чтобы найти контакт с фабрикой, нужен опыт в общении. С турецкими партнерами нам было тяжело в общении. То есть в мобильности, в предоставлении быстрой информации, каких-то выкрасов, каких-то... Поэтому европейцы нам ближе, и мы этому очень рады и поддерживаем до сих пор прекрасные отношения даже с теми, кто отказался, я думаю, ненадолго в поставках. Это итальянцы, это немцы, швейцарцы, это по кружеву мы продолжаем работать. Какая фабрика? С какой фабрикой вы работаете по кружеву? Интершпицен, пожалуйста, это Интершпицен, мировая компания, да, которая да. на самом деле, да, у нас прекрасные менеджеры. Кстати, мы с ними работаем около 11 лет. Хочу добавить, не каждая сегодня французская компания нижнего белья может позволить себе использовать это кружево. Для них это дорого. Вот, поэтому, соответственно, я недавно посетила ваш магазин и была удивлена, особенно производством мягких чашек корсетного белья и как раз использованием этого кружева. Мы, на самом деле, да, в основном мы работаем с вышивкой, что для многих является сложностью.
Но так как у Вышивка нас на тюле, хорошие, эмбродери. хорошие технологи, мастера, девочки. Сколько швеи, у вас такие. сегодня численность сотрудников вашей фабрики? У вас она одна сегодня? фабрика? Сейчас у нас одна. Хочу заметить, что мы никогда не отшивали в Китае, мы никогда не отшивали в других странах, мы отшивали только на территории Российской Федерации, поэтому сюда приезжала только вся комплектация. Немножко хочу сказать о том, что вот для того, чтобы создать один продукт, ту же предпостельную группу сорочки, допустим, в Россию приезжает одновременно до 4 фабрик, выкрашенных и разработанных в одних цветах, в одних приблизительно поставках. То есть это очень важно, иметь на самом деле экспериментальный цех, свои собственные разработки Это является сегодня номер сложностью, один. затратностью. Вот как раз мы сейчас буквально на прошлой неделе в компании говорили, как снизить себестоимость, потому что это сейчас становится еще дороже, потому что зарплаты растут, специалистов немного, как содержать, как поддерживать. Кстати, вот специалистов немного, да, поэтому Их растут очень немного, зарплаты. конечно. Конкуренция рынка, переманивание из компании в компанию, да, это тоже все очень сложно. Только преданные сотрудники Я остаются. хочу еще один такой злободневный вопрос задать, потому что на самом деле таких фабрик в России не так много сегодня, которые действительно производят от начального цикла до конечного в России. Плюс имеют свою розницу. Какое количество вы сегодня имеете магазинов вообще? Сегодня именно наших магазинов 8, мы их снизили до количественной части осознанно в этом году, дабы, изменив концепт полностью площадки розницы. И в этом году стоит открытие планов 3 магазина, и сейчас рассматривается 3 франшизы. 3. А франшизы еще есть? 4 франшизы в Москве, 2 Краснодарский край, Сочи, 1 наш там магазин в Сочи присутствует, так что welcome всем, да, приглашаем. Все, кто на поедет главную сейчас на лыжные улицу, курорты. улицу Сочи, поэтому планов много. Насчет последний вопрос насчет того, что ушли европейские марки и ощутили ли мы. Да. Я думаю, что вот мы не совсем ощутили на себе Пока какой-то еще, рост, да? подъем именно в плане. Ну еще просто, видимо, не время. Еще просто этот сезон еще никто пока не ощущает. Мне кажется, что все-таки это с нормально. весны начнется это. Возможно, с весны мы надеемся на самое. Пока еще все лучшие ждали, показатели. что они вернутся, что просто они закрыты, что все равно будет какое-то возвращение, но уже у многих сейчас есть внутреннее ощущение, что ничего не будет. Ничего как не прежде. вернется, и нужно жить в этих обстоятельствах. Да, вот в этих условиях, реалиях. Да, делать свой выбор в приоритете чего, каких-то компаний. На самом деле могу заметить, что ценообразование компании немножко подросло. И это понятно в связи с чем. И это никак не повлияло, а наоборот мы увидели рост именно на почти 21%. Вот буквально мы поднимали эти цифры на прошлой Рост неделе. чего? Рост в бюджет компании, да, по продажам. То есть То это есть именно денежная выручка увеличилась на 25, но все-таки 21%. увеличилась она. Да, но Все-таки еще раз она, говорю, но это то есть очень... мы все равно ставим приоритет не количественной части, да, не Да, количественных да, продаж, потому что они не могут увеличиться в принципе, да. Да. Очень важно, что к нам спустились клиенты именно премиального и люксового. Такое уже Да, есть, такого да? есть. И я очень часто посещаю наши магазины и параллельно общаемся с нашими сотрудниками и общаюсь с клиентами, которые заходят. И для меня удивительно, что они ходили в этот торговый центр достаточно долгое количество времени и только сейчас неожиданно открыли для себя. То есть вот эти все приходы, общения, разговоры, конечно, говорят о том, что мы идем в правильном направлении. Нужно Ни еще в коем уметь случае. донести все-таки. Я считаю, что Да, не каждый продавец сегодня, консультант, может все-таки донести
до клиента любовь к бренду, что самое главное донести. То есть, когда сам владелец магазина или владелец бренда общается с покупателем, то он не думает о том, что надо продать, а он думает, что предложить, чтобы этот клиент получил кайф от покупки. Вот в чем дело. Поэтому вот над этим мы работаем. В этом году мы уже, хотя мы переносили на январь месяц, задачу ставили смена сотрудников компании, компаний магазинов, так как мы все-таки хотим поменять концепт, мы хотим открыть другие магазины с другой коллекцией. Ну как с другой коллекцией, да, она будет более прочитанная, более концептуально подана. И, естественно, нужны другие сотрудники, которые смогут, как ты сказала правильно, да, донести до покупателя, которые разговаривают с покупателем на одном языке. Да. Сюда мы подключаем обучение однозначно, сюда мы, очень много задач, очень на 23-й год. Но я думаю, что все получится, потому что самое главное, что сейчас в коллективе и сотрудники, которые находятся в главном офисе, это те, кто в компании остался на сегодняшний день и видит перспективу развития. Это важно. И будем еще, конечно, привлекать новых профессионалов. Да, сейчас вот вопрос, пока вот он у меня в голове еще присутствует, именно злободневный вопрос дня, именно про те компании, которые вот этот цикл делают от нуля до конца, именно про помощь государства. Вот. Смешная история. Вот, Лиль, вот скажите, на самом деле не так много компаний, но я на самом деле могу сказать, что в легкой промышленности именно предприятий, производящих нижнее белье, одежду для дома, их, можно пересчитать по пальцам. Есть? Да, можно. Да. Вот с трибун нам говорят о государственной поддержке, о помощи предприятиям и так далее. Скажите, вы вообще просили какую-то себе помощь, поддержку когда-то? Было такое? Вы знаете, вот полгода назад, ребят, мы этим вопросом так очень занялись и думаем, наверное, все-таки время сейчас такое, когда возможно не попросить, но обратить на себя внимание хотя бы. Да? Хотя бы. Да. И полное разочарование и разочарование в том, что то есть стучитесь на самом закрытую деле, дверь. вы знаете, мы чуть-чуть постучали. Естественно, для того, чтобы стучать, это нужно отбивать, это нужно тратить свою энергию, время, нанимать персонал. Нет, мы продолжаем заниматься тем, что мы занимаемся, общаемся с людьми, которые на самом деле могут нам помочь в достижении каких-то результатов. А биться, стучать, отбивать, наверное, все-таки... Поэтому те, кто нас сегодня смотрит, люди, которые имеют отношение к господдержке, которые хотят все-таки как-то помочь нашим предприятиям, компаниям, которые действительно верят в рост нашей текстильной промышленности, пожалуйста, обратите внимание на таких, как компания Лаэтек. Обратить надо внимание больше на персонал. Основная проблема – это персонал и оборудование, однозначно, потому что без персонала и без оборудования, которые, мы одни из первых имеем в России 3 комплекса, раскроенных автоматических, но их нужно содержать, их нужно менять, нет просто специалистов. Мы вызываем на фабрику специалистов за 200 километров, чтобы он приехал и профилактику комплексом делал. То есть какие-то вещи достаточно самые понятные, которым можно не так много уделять внимания своего, и приходится, потому что реально ты где-то их достаешь, коммуницируешь, зачастую даже очень просишь, потому что понятно, что эти специалисты сейчас очень востребованы. Дефицит. Можно так сказать. И это швеи, технологи, конструктора, конечно. Все. История про очень сильную. Лиль, и еще прогноз на 23-й год. Вот как ты, как человек, который прошел не один кризис, перестройку и так далее, как ты видишь вообще 23-й год?
не знаю, у меня для себя. позитивные такие моменты, потому что все сложно, Ура! я так думаю, мы уже прошли. Ура! Ура! Поэтому все только хорошее, позитивное. Нам всем всего больше, больше счастья, любви, денег, благополучия, радости, только всего больше. Олечка, и вам, и всем нам. Так что очень Спасибо. очень хороший. Спасибо за интересное интервью. Я думаю, что мы с вами встречаемся сегодня не так часто, а будем встречаться еще чаще. И как только вы можете рассказать о своем новом проекте, пожалуйста, ждем у нас в студии журнала «Линжерия». Журнал мы благодарим за то, что вы с нами, все это время нас поддерживаете. И будем рады на самом деле встречам на выставке, в новых проектах. Мы любим красоту, мы любим красивое нижнее белье и настоящих профессионалов. До встречи! До встречи!